Приветствую подписчиков и зрителей канала. Хочу похвастаться моим новым приобретением. Это такая вечная мечта юности. Японская кассетная дека Pioneer CT-3 В тот 1991 год, когда этот магнитофон был представлен на рынке, казалось несбыточным обладать такой техникой. Интернет подсказал мне, что эта модель предлагалась по цене около $500. Тогда я был студентом третьего курса Минского радиотехнического института, а через 2 года я как молодой специалист зарабатывал аж $20. Но в те годы я уже был владельцем двухкассетного советского магнитофона приставки Vega MP122S. Ну а до нее у меня была только магнитофон-приставка Маяк 233, ну и первый кассетный магнитофон, наверное, в 16-летнем возрасте, Romantic 306. И вот с тех пор меня иногда посещала мысль приобрести нечто подобное, потому что аудиокассеты хранятся у меня все эти 30 лет. Часто я прослушивал их на довольно простом и дешевом музыкальном центре Philips MCD-170, который я приобрел в 2012 году. И я уже делал на него видеообзор в начале моей, скажем так, блогерской карьеры. Ссылка будет на экране. Я его использую на кухне, чаще в качестве радиотюнера. Ну а хотелось купить что-то серьезное и подключить его уже к домашней аудиосистеме в гостиной. Ну и наконец, в феврале 2022 года, ко дню Советской армии, сделал сам себе подарок. В этом видео я продемонстрирую, как звучит эта дека, ее устройство, ну а также покажу процесс аудиозаписи. Погнали! Эта стереофоническая кассетная дека имеет закрытый тракт в лентопротяжном механизме. В отличие от 737 модели этой серии, здесь 2 вала и 2 соответственные ролика, которые обеспечивают правильную корректировку и необходимое натяжение ленты при движении ее над магнитной головкой. Это обеспечивает 2 мотора, ну а третий работает только для открывания и закрывания крышки кассетоприемника. Для стирания и записи используются 3 головы, благодаря которым организуется сквозной канал. И чтобы его прослушать, нужно активировать эту кнопку «Монитор авто». При этом обеспечивается контроль качества записи в процессе ее ведения. Слева видим совсем маленькую стирающую головку и фирменные пионеровские, совмещенные в одном корпусе головки записи и воспроизведения. К стенке приклеена вот такая вот фактурная резинка с пирамидками и имеется подсветка кассетоприемника. Ну, в общем, сильного износа лентопротяжного механизма я не наблюдаю. Возможно, была проведена какая-то профилактика. Данная дека не имеет возможности дистанционного управления с помощью инфракрасного пульта, но удобна моторизованная загрузка и выгрузка кассеты. Для качественной записи на магнитную ленту различных типов используется система динамического подмагничивания Dolby HX Pro и собственная система калибровки Super Auto BLE System, которая активируется данной кнопкой. Но в отличие от флагманской 9 серии, в моей деке отсутствует возможность ручной настройки тока подмагничивания, а только автомат. Вначале отмечу, что данная дека мне досталась в хорошем состоянии, почти идеальном. Но имеются потертости и небольшие коцалки на верхней крышке. Серьезных царапин нет. Состояние корпуса, механики и электроники можно в общем охарактеризовать как отличное, но не идеальное. Купил по случаю, по частному объявлению в моем городе, хотя вначале изучал рынок двухкассетных дек с автореверсом типа Technics RS TR575. Но влюбил меня дизайн именно этого Pioneer. В нем черная металлическая фронтальная панель, пластиковые только его боковые стенки. На тыльной стенке есть выход шнура питания, специальный разъем для подключения провода синхронизации запуска записи CD проигрывателя, тумблер включения фильтра MPX при записи с радиотюнера и именно позолоченные разъемы для входного и выходного сигналов. В нем верхний кожух из достаточно толстого металла прикручен бронзовыми винтами. Снизу вот такое рифленое дно в виде сот и по углам 4 больших дисковых упора. Вообще в сборке чувствуется дороговизна. Спереди слева вверху имеется механический тумблер, полностью размыкающий цепь питания от сети 220 вольт. Моторизованная загрузка кассеты при нажатии специальной кнопки рядом, а также кнопок воспроизведения и перемоток. Все кнопки управления лентопротяжным механизмом сенсорные. При открывании кассетоприемника соответствующая надпись отображается на индикаторе счетчика ленты. При загрузке кассеты подающий ролик немного возвращается назад и натягивает ленту. Имеется 3-позиционный ползунковый переключатель таймер. При его активации в положении Play Repeat, при установленной в деку кассете, и включении деки в сеть, воспроизведение начнется автоматически.
В этом же режиме во время воспроизведения сторона кассеты будет автоматически проиграна 16 раз с перемоткой в начало, ну а затем перейдет в режим стоп. Если во время этой процедуры произвести какие-либо манипуляции с кнопками управления лентопротяжным механизмом, то отсчет повторов начнется сначала. Дека не имеет ускоренной перемотки, она осуществляется со стандартной постоянной скоростью, то есть даже в конце ленты она не замедляется. Выбор типа ленты осуществляется по окошкам на торце кассеты. А тип используемой системы шумоподавления Dolby B или C можно выбрать с помощью вот этого переключателя. Настройка уровня записи осуществляется большой ручкой, а баланс между каналами маленькой ручкой под ней. Слева имеется джек для подключения наушников и регулятор уровня громкости в них. Кассетная дека оснащена ярким двуцветным люминесцентным индикатором уровней воспроизведения и записи в децибелах для двух каналов, а также индикатором режимов работы. Еще он представлен четырехзначным счетчиком, который может отображать условные значения или истекшее время в минутах и секундах. Переключение режимов осуществляется соответствующей кнопочкой мод под ним, причем значения в каждом режиме обнуляются отдельно кнопочкой Reset. Справа под индикатором есть специальная бронзовая сенсорная микрокнопка для выключения подсветки. Сначала гаснет индикация уровней режимов, а потом счетчик. Значение счетчика кратковременно высвечивается при манипуляции с кнопками управления лентопротяжным механизмом. Перед записью необходимо откалибровать тракт записи под используемую в кассете ленту. Активирую данной кнопкой фирменную систему Super Auto BLE System. При этом осуществляется настройка тока подмагничивания и эквализация. Готово, и лента вернулась в нулевое положение счетчика. Но демонстрирую, что при этом записывается на ленту. Готово. Активирую режим записи этой кнопкой и настраиваю уровень записи. Кнопками Range и Hold Mode изменяется отображение уровня записи или воспроизведения. В режиме Range более подробно представлена красная шкала. В режиме Hold пики замирают, при этом более наглядно выстраиваясь максимальный уровень записи. Кстати, по инструкции рекомендуется для магнитных лент первого и второго типа устанавливать пиковый уровень сигнала записи на отметке плюс 6 дБ, а для металла плюс 8 дБ. Ну а кнопкой Монитор Авто выбираю для контроля источник сигнала. Это магнитная лента или сигнал, подаваемый на внешний вход. Ну из фишек также есть поиск треков по паузам между ними, если они длительностью более 4 секунд. При этом каждое нажатие во время воспроизведения кнопок перемотки назад или вперед определяет, какую по счету паузу искать, например, 4-ю. Для создания качественных пауз в процессе записи нужно удерживать вот эту крайнюю правую кнопку. Открутив 4 винта по периметру, снимаю кожух металлический и получаю доступ к электронной начинке деки. Внутри него вклеена вот такая полоса, не знаю, из какого-то пластика или что-то такого. Именно она используется для усиления всей конструкции и снижения дребезга от возможных вибраций. Здесь установлен такой вот габаритный трансформатор с первичной отмоткой на 220 вольт. И у него несколько цепей питания, и каждая через предохранитель. Но обратите внимание, что внутри дека равномерно заполнена различной электроникой. Здесь установлена одна большая печатная плата, на которой отрисованы все модули, подписаны они. И обратите внимание, что здесь нет такого присущего, наверное, австрийской техникой, китайской техникой лесоповала. Здесь все элементы строго вертикально. Все модули подключены с помощью шлейфов и разъемов к основной плате. А спереди плата индикации управления даже прикрыта вот таким металлическим экраном. Отдельным таким блоком тут выделяется лентопротяжный механизм с раз, два и снизу 3 моторами. Насколько я вот отсюда вижу, здесь используется ременная передача в двух местах, вот пасек 1, 2. И также вот здесь вот такой вот редуктор собран на зубчатой передаче.
Сразу под ним расположен модуль динамического подмагничивания. Вот разъем для подключения головки записи и стирания. Блок питания. Смотрите, какие мощные конденсаторы. Далее вот такой узкой полоской выделена система BLE. Это система калибровки ленты в кассете. Здесь небольшой модуль. Это синхронизации с CD-дисками и система MPX фильтра включения. В центре довольно большую площадь занимает усилитель записи и система шумоподавления в режиме записи. Но если находимся лицом к фронтальной панели, то с краю справа находится усилитель воспроизведения, система подавления в режиме воспроизведения, предварительный усилитель линейного сигнала и, соответственно, выход линейного сигнала. Это вход сигнала для подачи на запись, и он сразу подается через шлейф на регуляторы уровня записи. И, судя по чипам системы шумопонижения, здесь используется элементная база Sony. Ну а более подробно с этой платой можно ознакомиться по фотографиям в социальных сетях канала. Ну и по итогу, аппарат не сравнить с советской кассетной классикой, во всяком случае с той, которой я пользовался, сопровождающими ее. Жевание пленки, высоким уровнем шума, постоянной регулировкой азимута головки воспроизведения под различные записи, ну и прочие проблемы. Звучание этой деки как на современной цифровой технике, хотя деке уже более 30 лет. Лентопротяжный механизм во всех режимах работает очень тихо. Заявленный диапазон воспроизводимых частот для лент первого и второго типа от 15 до 21 тысяч Гц, а для металла от 15 до 22 тысяч Гц. Отношение сигнал-шум более 60 дБ. Потребляемая мощность 19 Вт. Ну а вес 7,6 кг. Дизайн классический, с прямыми гранями и плоским фасадом. Периодически повторяется в аппаратуре и 80-х, и даже 2000-х годов. Именно он меня и подкупил. Хотя напомню, что сначала я рассмотрел 575 Technics, а у него грани такие закругленные. На этот Pioneer я запал по картинке в объявлении. Короче, вещь. Ну а вас благодарю за просмотр, оценку видео и до встречи на канале. Пока.